Приветствую вас, дорогие друзья и гости моего канала. Сразу хотела бы сказать, что я очень благодарна вам за вашу поддержку, за ваши лайки и комментарии к прошлому видеообзору с мини-лошадкой и единорогом. Было так приятно и интересно почитать ваши ответы на вопрос, кого из них вы хотели бы связать. Сегодня мы начинаем новый мастер-класс по созданию вот такой мини-игрушки лошадки. В первой части я расскажу, какие материалы и инструменты нам понадобятся, а также мы сразу свяжем самые маленькие детали – передние и задние ножки и ушки. Приступаем! Начнем мы с обзора материалов и инструментов, которые нам понадобятся. Обе эти игрушки я вязала из пряжи Этамин. Это тоненькая пряжа. Производитель Турция. 100% акрил. В 30 граммах 180 метров. И сейчас сориентирую по цветам по этой лошадке. Основной цвет 463. Копыта и гриву я вязала темно-коричневым цветом 440. Молочный цвет мордочка и вышивка вот здесь. Это 423. И белый цвет, вот здесь вышивка под глазиками. Это 421. Теперь по цветам единорога. Основной цвет белый. Его я уже называла 421. Светло-розовый мордочка и вот здесь немного гриву 436 цвет. Ярко-розовый копыта и тоже грива из него сделана. Это 437 цвет. Вот здесь под глазками бирюзовый. Это 425. Желтый добавлен в гриву 439 и черный для вышивки это 422. Вот такие цвета. И для лошадки, которую я буду показывать здесь в мастер-классе, я буду использовать дополнительный цвет. Это к тем, что я уже назвала. Это белый, темно-коричневый и молочный. Этот цвет 448C. Эта лошадка будет такая светленькая. Для наполнения я использую холофайбер. Также потребуются глазки на безопасном креплении. У меня это 6 мм. Вязала крючком номер 1. Это именно для вязания игрушки. И номер 4. Он для того, чтобы заправить гриву, чтобы она получилась такая зефирная. Еще нужны будут ножницы и линейка для того, чтобы отмерять длину гривы. Также, если вы хотите сделать игрушку в виде брелка, то вам понадобится специальное кольцо. Что-то вроде этого. Маркеры могут понадобиться. И иголочки для разметки и пришивания. Это все материалы и инструменты, которые нам понадобятся. И мы сейчас сразу приступим к вязанию. Начнем с вязания копыт. Я использую темно-коричневую нить. Первый ряд. 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Вот так я складываю кольцо. И вяжем. Петля подъема. Напомню, что эти игрушки я вяжу методом галочки или под нитью, как еще называется. То есть вот провожу крючок, захватываю ниточку снизу и вяжу первый столбик, снова под нитью, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязали.
Стягиваю кольцо. Мы провязали первый ряд, у нас получается 6 петелек. Теперь ставлю маркер, это нить контрастного цвета, и вяжем второй ряд. 6 прибавок, начиная с первой петельки. Хвостик я ввязываю. Первая прибавка, вторая прибавка. И так вяжем в каждую петельку. Продолжаем. Шестая прибавка. Провязали второй ряд, у нас получается 12 петелек. Третий и четвертый ряд вяжем 12 столбиков без накида, просто по кругу. 1, 2, 3. Продолжаем. 11, 12. Четвертый ряд вяжем самостоятельно, точно так же, просто по кругу. Довязала четвертый ряд. Теперь делаем соединительный столбик и ниточку отрезаем, оставляя небольшой хвостик. Таким образом вяжем 4 копыта. Провязала 4 копыта. Теперь будем присоединять нить основного цвета и продолжать вязание. Вот здесь соединительный столбик был последний, который мы делали. Я ввожу крючок в петлю перед соединительным и вытягиваю нить. Просто петельку. Заканчивать я буду в этой же петле. Вот эти два хвостика я ввяжу, чтобы закрепить. Итак, вытянули петлю. Вот здесь соединительный, следующий. А я ввожу крючок вот в петлю предыдущего ряда, там, где был маркер, и вяжем. С 5 по 16 ряд вяжем 12 столбиков без накида. Тоже просто по кругу, без убавок, без прибавок. И продолжаем. 2, 3, 4. Вот хвостики я закрепила. Убираю их назад и продолжаю. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот остается петля, в которую я начинала. И вот сюда провязываем 12 столбик. Вот так получается. Это мы провязали 5 ряд. Перекидываю маркер теперь. И начиная с первой петли, с вот этой петли, которую мы вытягивали, вот она, и вяжу 6 ряд. Также 12 столбиков без накида. 1, 2,
3. Продолжаем. 11, 12. Это мы провязали 6-й ряд. Вот так должно получиться. Теперь до 16 ряда включительно вяжем каждый ряд по 12 столбиков без накида, просто по кругу, без убавок, без прибавок. Чтобы видео не затягивать, я уже покажу, когда провяжу 16 ряд. Я довязала 16 ряд. Теперь в следующую петельку я делаю соединительный столбик и ниточку. Оставляю вот такой хвостик. Нам необходимо будет несколько петелек потом сшить. Это передняя ножка. Маркер я убираю, он уже не нужен. И сейчас наполню холофайбером. Вот таким образом. Вы можете использовать шпажку, чем вам удобно наполнять. Я пользуюсь ножничками всегда. Распределяю. Итак, это передняя ножка. Вторая передняя вяжется точно так же, а задние необходимо будет провязать еще один ряд и сделать 6 убавок. Поэтому сейчас вяжем точно так же переднюю ножку и вяжем 16 ряд включительно заднюю. Потом встретимся, я покажу, что дальше. Заднюю ножку я провязала 16 рядов. Наполнила холофайбером. Кстати, когда провязываем парные детали все, смотрим, чтобы они были одной толщины, одного размера. Итак, заднюю ножку мы продолжаем вязать 17 ряд, 6 убавок. То есть переднюю ножку по этой схеме мы провязали 16 рядов и затем сделали соединительный столбик. А заднюю ножку мы будем довязывать еще один ряд, 17. И это 6 убавок. Убавки я делаю таким образом. Подхватываю за передние полупетли. Вот одну подхватила полупетлю и вторую. Через них провела, закрыла. Первая убавка. Вторая. Убавка. Третья убавка. Четвертая убавка. Пятая убавка. И последняя, шестая убавка. Ниточку оставляю для пришивания. Отрезаем. Маркер вытягиваю. И теперь необходимо будет стянуть вот это отверстие. Для этого я через каждую переднюю полупетельку просто протяну вот эту ниточку, остаток. 1, 2, 3, 4, 5,
и 6. Теперь стягиваем отверстие. Вот так получается. И вот здесь ножка хорошо наполнена холофайбером, а здесь плоская, для того, чтобы потом удобно было пришивать. Я сейчас довяжу и покажу еще 2 ножки. Готово. Связала 2 передние ножки и 2 задние. Вот так выглядят. Обратите внимание, все одной толщины. Сейчас будем вязать ушки. Ниточкой основного цвета вяжем. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Петля подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем. Первый ряд провязали. У нас 6 петель. Ставлю маркер. Второй ряд. 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. Вот с первой петельки. Хвостик ввязываю снова, чтобы закрепить. 1 столбик. Следующую петлю. Первая. Прибавка. Дальше второй столбик. Следующую петлю. Вторая. Прибавка. И последний раз повторяем. 1 столбик и третья прибавка. Провязали второй ряд. У нас должно получиться 9 петель. Третий ряд. 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. 1, 2, первая, прибавка. 1, 2, вторая, прибавка. 1, 2 и последняя, третья, прибавка. Провязали третий ряд. У нас должно получиться 12 петель по кругу. Четвертый ряд. 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. 1, 2, 3, первая, прибавка. 1, 2, 3, вторая, прибавка. И последний раз повторяем. 1, 2, 3, третья, прибавка. Провязали четвертый ряд. У нас получается 15 петель по кругу. Теперь с 5 по 7 ряд включительно вяжем 15 столбиков без накида. Тоже просто по кругу, без убавок, без прибавок. Довязала 7 ряд. 8 ряд. 3 столбика без накида, убавка. Повторяем 3 раза. 1, 2, 3, первая убавка, вот за полупетельки
передние. 1, 2, 3, вторая убавка. И последний раз повторяем. 1, 2, 3, третья убавка. Провязали 8 ряд, у нас получается 12 петелек. Теперь делаем соединительный столбик, ниточку оставляем для пришивания. Маркер тоже можно убирать. Вот такое ушко получилось. Точно так вяжем второе. Готово. Связала второе ушко. Вот и все на сегодня. В следующей части мы продолжим работу над этой милой лошадкой. И шаг за шагом будем продвигаться к готовой игрушке. Если вам понравилось это видео, поддержите меня лайком и поделитесь им с друзьями. Это очень помогает в развитии канала. Обязательно пишите комментарии. Мне всегда очень приятно читать ваши мысли и ответы. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить продолжение мастер-класса и новые проекты. А еще делитесь своими процессами и готовыми игрушками. Мне очень интересно видеть ваши работы. До встречи в следующем видео, где мы продолжим вязать нашу лошадку. Всем вдохновения, хорошего настроения. Пока-пока.